Всем привет! В этом видео я расскажу, как пользоваться пеновой гранатой. Я буду рассказывать про этот гаджет так, что игроки с любым уровнем опыта узнают для себя что-то новое. Помимо этого, я буду затрагивать тему механики работы гаджета и как использовать его на деле. И что не менее важно, я расскажу, что делать, если пеновую гранату используют именно против вас. Ну и начнем с базовых механик для новичков. На ПКМ граната падает ближе. Имеет значение, на какую поверхность кидаешь гранату. У каждого сгустка есть своя индивидуальная прочность, и на данный момент у них примерно 300 хп. Газ не наносит урон пене, и также пена не защищает от газа. Пену можно поджечь. Вам одновременно доступно две гранаты, и после использования первой, граната восстанавливается 20 секунд. Можно иметь больше двух стен. Граната активируется только при соприкосновении с поверхностью. С помощью пены можно сделать укрытие в любой точке карты, а также можно заходить в комнаты, где мало укрытия. Можно блокировать проходы, и сделать это заранее на кэшауте. С помощью пены можно делать платформы и мосты. Игроки, у которых есть чуть-чуть опыта с гаджетом, должны знать, что горящую пену можно потушить. Также пеновая граната отскакивает от джампада. Кинув пену в игрока, можно застанить его на короткий период времени. Мины, турели, джампад падают, если сломать пену. С помощью пены можно атаковать с необычных углов. Можно закрывать себя для лечения после боя. Можно закрывать себя, когда резаешь тиммейта. Когда кто-то забирает кэшаут, его можно застанить пеной за место убийства. При защите можно подготовить джампад для одноразового дэша. Из пены можно сделать самодельные венты. Можно помогать тиммейтам забирать кэшаут. И можно сделать простенькую дверную ловушку, если вы защищаетесь на первом этаже. Можно делать самодельные балконы для захождения в комнаты. С помощью пены можно увеличить поверхность, куда приземляешься. Пену можно использовать как инструмент репозиционирования с джампадом. Можно использовать турель, чтобы подняться на пеновую платформу. Далее будут продвинутые механики и тактики, которые должны знать игроки с большим количеством опыта с этим гаджетом. Каждая пеновая стена имеет ключевую слабую точку. Эта точка может находиться в непредсказуемом месте, если использовать джампад. Однако, если кинуть пену рядом со стеной, то расположение ключевого сгустка меняется, причем имеет значение, с какой стороны стена. Когда ломаешь ключевой сгусток, пена двигается. Максимальная длина моста из пены без стрельбы 12 сгустков или 14, если сломать 2 сгустка. Пена может полностью заблокировать АПС или турель. Пена работает как настоящая стена при лечении тиммейта. С помощью пены можно прятаться за пределом карты. При защите открытого кэшаута можно строить оборонительные платформы. В лесных кэшаутах можно делать платформы на деревьях. Можно делать идеальную дроп-ловушку с помощью пены. При защите можно делать стену из пены с открытым центром, пройдя через которую противники окажутся в минах. Можно стакать мины и пеновую стену для улучшения защиты позиции. Можно закрывать зиплайн пеной, чтобы не сломали, и чтобы заблокировать проезд, не ломая сам зиплайн. Кэшаут можно закрыть и двигать пеной.
Можно ставить пену так, чтобы не было понятно, где находится ключевой сгусток. Через пену и пеновые венты можно дэшиться. Ну и теперь механики и тактики, которые должны знать самые потные игроки The Finals. С помощью пены можно шуметь. Щиты отражают пеновую гранату. Хитбокс пены больше ее модельки. Что потенциально можно использовать для бейта на стрельбу с целью потратить время и патроны противника. Можно использовать пену как ступеньку для подъема на чердак, и вместе с этим можно использовать джампад и флешку. Можно с помощью пены сделать турель, прыгающую на джампаде. На балконах из пены можно дэшиться. Кинуть пену в человека на зиплайне, он застанется и упадет вниз. При утилизации пены и дыма в оборонительной позиции можно из относительной безопасности наносить урон. Можно делать стены с маленькими дырками для лечения. С помощью джампада на пене можно направлять противников в мины. Можно закрывать АПС и турель в пене, используя это для защиты гаджета или для появления внезапной турели. Recon Sense не видит пену. Пена может спасти от префайра. С помощью пены можно блокировать места, куда тебя кидает расположенный на карте джампад. Можно использовать один из сгустков пены как путь отступления. Следующие способы использования пены, скорее всего, пофиксят, но тем не менее. Благодаря пене, Heavy может пролазить винты, которые находятся на возвышенности. С помощью пены можно сделать автоматическую систему защиты кешаута. За счет пены можно дропать гаджеты под карту. Ну и на этом все. Большое спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Я надеюсь, что это видео заслуживает ваш лайк и, возможно, даже подписку. Ну и увидимся в следующем видео.